Мы дождались первого обновления на бету-версию SM27, и разработчики поделились в Дискорде патчем изменений. Что конкретно изменилось, что планируется в будущем, а также обсудим еще один пост из того же Дискорда разрабов. Начну, конечно же, с обновления. Привет всем! Вышла версия 4.0.3 бета-теста Soccer Manager 2027. Мы внимательно следили за всеми вашими отзывами относительно движка MatchMotion и в этом обновлении сосредоточились на улучшении самого игрового процесса. Наша главная цель — улучшить баланс игры и исправить ситуации, когда у вас было огромное количество ударов, низкий процент владения мячом, поражение от гораздо более слабых команд и прочее. Также мы добавили абсолютно новые высококачественные модели игроков. Они выглядят значительно лучше, но это все еще ранняя версия. Анимации лиц и исправление ошибок появятся позже. Ознакомьтесь с полным списком изменений ниже. Проблемы, выделенные жирным шрифтом, были исправлены благодаря отзывам сообщества. Добавлено: в движок MatchMotion внесены новые модели игроков, что существенно повысило визуальное качество матчей. Добавлены новые входящие сообщения, касающиеся плей-офф лиги. Изменено: отрегулирован баланс MatchMotion. Это должно исправить такие проблемы, как чрезмерное количество ударов и сложности в матчах против команд с более низким рейтингом. Исправлено: исправлены проблемы с серией пенальти, включая случаи, когда команда побеждала, но не проходила дальше, слишком затяжные серии и графические баги в интерфейсе. Исправлена ошибка, из-за которой перетаскивание игроков могло открывать их профили. Внутриигровая статистика теперь отображается с правильными названиями. Исправлены ошибки в поведении игроков при перехвате мяча или разворотах. На данный момент это обновление доступно только на Android, но версия для iOS появится уже скоро. Новых слотов для бета-тестирования пока нет, но следите за анонсами в ближайшие дни. Совсем скоро откроется множество новых мест как для Android, так и для iOS. В этом обновлении мы сосредоточились на движке MatchMotion. Однако мы знаем и о других проблемах в игре и активно работаем над их исправлением. Чтобы вы могли оставаться в курсе того, над чем мы работаем, мы запустили официальный баг-трекер Soccer Manager. Следить за процессом можно по ссылке ниже. Перед тем, как я обсужу все пункты, связанные с вот этими изменениями в новой бета-версии, еще поделюсь одним постом от разрабов, довольно-таки коротеньким, который говорит о том, что появились новые слоты для бета-тестирования. Что в итоге можно сказать? Честно, я разочарован немного тем, что они сосредоточились в первом обновлении на движке MatchMotion, потому что я вообще с этим движком не был знаком. Я играл через быструю игру и постоянно с отключенными повторами голов. По остальным что могу сказать? Балансировка матчей, окей, исправили, я думаю, многие этому рады, но честно, я не знаю, с какими вы тактиками там такими играли. Я видел в комментариях то, что жаловались, что действительно есть такой дисбаланс, но лично у меня таких матчей не было. Да, были матчи, где откровенно не шла игра, и команда, в общем, больше теряла очки, чем на SM26 до этого, но чтобы настолько плохие были результаты, как там писали в комментариях, что типа проигрывали 7-0 слабым командам за условный там лондонский Арсенал, не знаю, у меня даже близко такого не было. Серии пенальти у меня также ни разу не было, я вообще даже не знал о каких-то там проблемах, но насчет серии пенальти, то что иногда проходила не та команда, у меня такое и в SM26 иногда случалось. Ну и внутриигровая статистика, это я тоже замечал, то что, например, у меня удары были подписаны владение и все в этом роде, цифры где-то там не сходилось, это тоже понятно, что исправили. Еще разработчики, кстати, почему-то нигде не сообщили об бета-тестировании на iOS. Они обещали в предыдущем посте, когда только сообщили об бета-тестировании, то что позже появится пост о начале бета-тестирования на iOS. Но в то же время в посте, где появились новые слоты для бета-версии, для бета-теста там есть уже ссылки на iOS, но отдельного поста для этого не было. Это как-то странно. Ну, короче, SMM-щики, Soccer Manager очень безответственно как-то относятся к своей работе. Я не знаю, то ли они забывают делать посты, то ли что, но иногда у них реально посты выходят с задержкой в несколько дней. Я лично новую обновленную версию еще не тестил и не буду пока что обновляться, потому что сейчас я хочу заняться разработкой сильной тактики, а из-за изменения балансировки мои эксперименты там немножечко провалятся. Я скорее там закончу свои эксперименты и уже потом перейду, когда мне будет удобно, как раз таки на обновленную версию. Как-никак инструкции разработчики не меняют, и вот это все, что влияет на тактику, поэтому без разницы то, что меняется балансировка, все равно те инструкции, которые самые метовые, они останутся самыми метовыми и после обновлений, даже с изменением баланса игры. Не знаю, как скоро будет тактика, потому что я видел очень много людей интересовались этим в комментариях, но, сами понимаете, это довольно тяжелый и длинный процесс, чтобы найти топовую тактику, а какой-то более-менее нормальной тактикой я обходиться не хочу.
Максимум через месяц появится новая тактика, может быть быстрее, это уж я не знаю. Ну а как вам это обновление и что вы можете еще добавить? Пишите свое мнение в комментариях. Ну и надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом, нажимайте на колокольчик для уведомлений и желаю вам успехов и надеюсь увидимся в следующих выпусках.